Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы уделим внимание сегодня 2 октября. Поговорим о том, что нас сегодня ждет, на что обратить внимание. Обязательно просмотрите все видео от начала до конца. Много полезной, важной и нужной информации. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 2 октября, и этот день называется «Открытие». Этот день очень полезен для того, чтобы принимать гостей и весело сегодня проводить время. Обязательно обсуждайте семейные вопросы. Время начинать обучение и приобретать нового друга для своей семьи. Обращаем ваше внимание, что именно сегодня, 2 октября, желательно нужно быть осторожнее всем со своими эмоциями касательно общения с родителями. Не советуем в этот день, 2 октября, идти в гости к родителям. Обратите внимание на вот такую маленькую рекомендацию. Лучше позвоните, иначе будут какие-то напряженные отношения. В этот день обязательно прислушивайтесь к себе и к своей интуиции. Сегодня вы можете загадывать сны и следить за знаками от Вселенной. Благоприятно в этот день, 2 октября, найти деньги. Только помните, что эти деньги должны быть обязательно бумажные. Львы, близнецы и водолеи, вы сегодня те счастливчики, которые будете приносить удачу тем, кому вы придете. Обращайте ваше внимание. Сегодня особенно счастливый день для того, чтобы загадывать свои какие-то желания. Поэтому уделите этому особое внимание. Советы сегодня друзей, знакомых, родственников могут оказаться верными и полезными. И постарайтесь сегодня приложить все усилия для осуществления задуманного, и ваши тогда труды не пройдут даром. Обращаем внимание, что по народным приметам со 2 по 10 октября отмечалась пчелиная девятина, то есть в течение 9 дней надо было подготовить ульи к будущей зиме. И в эти дни на столе обязательно должен присутствовать мед. Также сегодня у нас день Трофима, и в этот день нельзя садиться за стол, пока не будет выпит стакан теплой воды с ложкой меда. По народному поверью, если этого не сделать, то в холодное время года нападет лихоманка и уложит в кровать с ломотой в костяк. Также существует традиция 2 октября угощать медом окружающих. Чем больше людей попробуют это лакомство, тем больше счастья будет у человека, который угощает медом. Немаловажно, чтобы и на столе 2 октября были медовые блюда. Это могут быть и пряники, и калачи, а также каша с медом. И тогда наши предки считали, что и зима будет и сытная, и добрая. Нельзя 2 октября лениться, поскольку святой Трофим благосклонен только к трудолюбивым людям. Таких людей он одарит и удачей, и счастьем, и радостью. А вот бездельники, те, кто люди ленятся, могут столкнуться сегодня с большими неприятностями. Будут нарушаться планы, не будут исполняться желания, могут появиться и проблемы с начальством, что негативно отразится на финансовой сфере. Не рекомендуется 2 октября делать маникюр, педикюр и стрижку. Все эти процедуры могут отрицательно сказаться на здоровье. Могут появиться проблемы с кожей и начнутся воспалительные процессы. Строго-настрого в Трофимов день запрещено наводить привороты. Такая магия, во-первых, не сработает, а во-вторых, притянет в жизнь только негативные события. 2 октября нельзя и заводить новые знакомства, поскольку они могут навредить вашей личной жизни, а также карьере. Если есть возможность, то лучше их избегать.
Если такой возможности нет, то обязательно обратитесь сегодня к своему ангелу-хранителю и попросите обязательно защиты от злых и коварных людей. По преданиям, именно 2 октября нельзя отказывать в милостыне, тогда иначе в дом придет нужда. Если же в этот день угостить медом всех желающих, в особенности нищих, зима тогда будет сладкой. Так говорили наши предки. Сегодня, 2 октября, пожалуйста, съешьте хотя бы 1 ложечку меда. Таким образом, вы сможете укрепить свое здоровье на весь год. Это даже говорили наши прапрапрадеды. Поэтому они даже старались начать и завершить этот день с ароматного, начать и закончить с меда. Также не берите сегодня в руки острые предметы, иначе можете пораниться, что восстановление будет, к сожалению, проходить долго. Этот запрет также касается и столовых ножей, и маникюрных ножниц. Также не следует 2 октября пересчитывать мелочь и провизию. Считается, что у того, кто ослушается совета предков, большие деньги и серьезные запасы водиться в этот год не будут. Не связывайтесь и сегодня со сплетниками. Если поддаться на их провокации и начать обсуждать кого-то в негативном ключе, вы можете испортить собственную судьбу. Поэтому в старину 2 октября старались провести с веселыми только разговорами и добрыми мыслями. И сегодня нельзя, в Трофимов день категорически нельзя обижать близких людей. Наоборот, нужно помириться со всеми, с кем вы поссорились, и обязательно попросить прощения. Что же касательно лунного календаря, то сегодня по энергетике средний день. Лучше посвятить этот день решению домашних дел. Сегодня также вы можете сделать те дела, которые вы давно откладывали. Старайтесь сегодня не допускать эмоциональных качель, соблюдайте, вот знаете, золотую середину. Крайне противопоказано в этот день завидовать, испытывать ненависть и хвастаться. И сегодня есть искушение впасть в иллюзию, поэтому старайтесь не общаться сегодня с кем попало. Что же рекомендуется сегодня делать 2 октября? Во-первых, займитесь домашними делами. Есть время, уделите внимание физическим упражнениям. Займитесь строительством или ремонтом и ни в коем случае не поддавайтесь переменам настроения. И сегодня, на протяжении всего дня, старайтесь произносить следующую закладку мыслей на 2 октября, а звучит она следующим образом. Я спокойно и сосредоточенно иду вперед к своим целям. Сегодня я проявляю сдержанность и внимательность во всем. Я побеждаю собственные слабости и веду себя осознанно. Друзья, вот такой у нас с вами день, 2 октября 2021 года. А мы всем желаем прекрасно провести этот субботний день.